Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз. Узнай будущее. Что будет меняться? Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 21 по 30 ноября. Давайте узнаем, какие подсказки карт будут. При этом будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я все же надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. И у нас первая колода – это оракул Ленорман. Давайте мы просто достанем 4 карты и позволим картам провести нас той цепочкой событий, как они видят для вашего знака зодиака. Каковы события этого ближайшего будущего на указанный период с 21 по 30 ноября. И в этот как раз уже период Плутон в вашем знаке зодиака, мои дорогие водолеи. И ничто не будет как прежде для всего человечества. Плутон меняет статусы, Плутон меняет личную жизнь, Плутон меняет наши цели. Это не быстрые перемены, Плутон медленная планета. Но то, что перемены будут, можем мы в этом не сомневаться. Но это может быть какие-то ограничения, словно рамки. Мы прежде не могли что-то осуществить, а здесь больше возможностей. Я, по крайней мере, так вижу этот период. Для очень многих из знаков зодиака, но для вас это особенно. И на колоде Таро дополним карты оракула. И первая карта у нас будет называться Таро «Неожиданность». С какой неожиданностью вы можете столкнуться? Ну или, может быть, как таковой не будет вообще. Давайте узнаем. Или с чем-то. С чем она приходит? Или в какой сфере жизни проигрывается? В чем ваши сильные стороны или что вам помогает? В чем ваша сила в эти 10 дней? И, конечно, по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, учеба, документы, финансы, деньги, личная жизнь. И достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Каковы же события? Посмотрите, скучать будет некогда. Прекрасная карта «Букет». Может быть, имеет смысл с кем-то и договариваться. Или, как минимум, разные переговоры проводить. Это точно. Букет, он собран из разных цветов. И поэтому люди нам могут встречаться самые разные. Самые разные вопросы могут быть в эти 10 дней, мои дорогие водолеи. И как раз собрать все воедино в один красивый букет многие составляющие или компоненты вы сумеете. Или договориться, найти соглашение, принять какие-то соглашения. Вы тоже можете. Это карта приятного общения, поэтому хорошее настроение где-то об этом тоже нам говорит карта. Давайте посмотрим. Может быть, через общение какие-то новости. Правда, по аркану всадник тут конкретно. Либо вы можете засобираться куда-то в поездку, или вы уже планировали что-то. Но и к вам может приехать человек. Нам показан всадник, и есть у нас как будто черви. Дела сердечные. Может быть, встреча с человеком, вашим любимым, или, может быть, вашим другом, подругой, с которыми вы были на расстоянии, вы будете что-то планировать. Кто-то начнет изучать языки запросто, с учетом карты «Букет», потому что мы хотим больше общения и, самое главное, взаимопонимания. Может быть, и для вас сложится такая коллизия, когда в эти 10 дней, в один, как минимум, из дней, вам придется быстро как-то себя реорганизовать и куда-то отправиться, важный документ подписать или использовать какую-то возможность. Быстрота проходит все же по всаднику, но это могут быть приятные предложения еще, мои дорогие, как и по части личной жизни. Ну, кто знает, может быть, и в других сферах, когда просто это вас радует. Позитивный период, ничего не могу сказать. С учетом дерева это вы укрепляете, как и собственные позиции. И у кого-то деньги в рост, кто-то заинтересуется новой концепцией финансового сотрудничества. Или как таковая вы можете изучать, кстати. Ведь Плутон у нас как раз предполагается планетарно в этот ноябрьский период, когда будут пересматриваться даже в мировом масштабе, как ситуации на фондовых рынках или на валютных рынках, новые какие-то взаиморасчеты или, опять же, какая-то концепция, связанная с электронными деньгами. Кто-то из вас может изучать именно как финансовая грамотность. Я вот в этом не понимаю ничего. Но уже теперь
придется понимать, потому что мир меняется. И вы начнете, все же по дереву как раз и проходит часто все то, что связано с нашим благополучием или материализмом. Для кого-то из вас место вашего проживания, место вашего пребывания. Для кого-то могут, кстати, с учетом аркана всадник, вопросы, связанные с перемещениями, может быть, это ваш автомобиль где-то, ну или смена и место вашего проживания. Вот какие-то материальные вопросы, а в принципе как и дом, так и средства перемещения, да, это тоже можно свести все к финансам. Но тогда как-то вот по этим двум картам уверенно, надежно, стабильно, что-то с хорошим плюсом, надежностью, уверенностью, как в дне сегодняшнем, так и в дне завтрашнем. Что-то продуктивное, мои дорогие, будь то переговоры, будь то ваши конкретные согласования, дела, решения. Может быть, это и план с учетом письма, правда, и документы, подписание, пересмотр, опять же, каких-то документов вот с приставкой «пере», может быть, в этот период. И у кого-то это и даже брачные контракты могут быть. Или по работе. Там тоже что-то у вас меняется, и вы будете перезаключать договор. Может быть, иногда эта карта говорит как преддверие денежных поступлений. Или когда вы по-новому хотите зарабатывать деньги. И вы тогда что-то можете изучать. Может быть и получение у кого-то важного документа, у кого-то виза, может быть, вы собираетесь поехать. Или, ну, вот с чем-то это связано, либо с вашими родственниками, либо с вашей работой. Но в конечном итоге это стабилизация как и юридических, допустим, документов, если мы говорим, или важных бумаг, так и, в принципе, в реальной жизни какой-то материализм со знаком плюс. Или решение вопросов, связанных с вашими близкими, с вашей семьей. Или близкие вашего партнера. Тут самая разная может быть ситуация, но все продуктивно. Вот в целом эти 10 дней в достаточно позитивном ключе. Как и де-факто, так и де-юре. Неожиданность. Восьмерка жезлов, правда, будет что-то ускоряться. Это карта активных действий. Это карта, когда мы сами, буквально нам показана дева, такая сильная достаточно, которая, вооружившись вот этим топориком, ну, видимо, либо дрова себе заготавливает, либо, может быть, у нас показаны больше сухие деревья, когда она действует сама. За ней подглядывают, кстати, за вами тоже могут наблюдать. И планетарно может быть такое. Но это ваши активные действия, потому что вам словно нужно из ваших планов, намерений и целей, с учетом возникшей реальной обстановки вокруг вас, отстроить какие-то новые уже последующие действия. Может быть, это какая-то активность по уже известному вопросу. И тогда я могу предположить, что вы как раз сумеете все то, что касалось прошлого, взять под свой контроль и как раз какие-то вопросы закрыть, решить или составить вот эти документы. По этой карте мы набираем темп. И, в принципе, как неожиданность, что вам придется действительно куда-то поехать, отправиться. Или вы планировали через 3-5 дней, например, решать какой-то вопрос. Или была уже назначена встреча. Вот эта карта ускоряет. Кажется, что вот прямо сегодня, прямо сейчас идеальный момент, чтобы находиться в определенном месте и как раз важное согласование провести. Ваша сильная позиция. Четверка мечей. Вот смотрите, насколько полярные карты. Это карта паузы, а это карта скорости. И вы можете взять где-то паузу. Или нам все предыдущие 4 карты говорили о том, что размеренный более темп в эти 10 дней. Хотя карта всадника, мы также сказали, что хотя бы один из дней может иметь такое ускорение. И на самом деле эти карты что-то подобное нам и подтверждают. Вы могли, допустим, заняться, или просто кто-то из вас взял, допустим, несколько дней по работе для того, чтобы пройти обследование или завершить посещение у стоматолога. И вдруг вы получаете какую-то новость, и вам придется переключиться на решение совершенно других вопросов. И в этом тоже будет ваша сильная позиция. С одной стороны, неторопливо, заниматься так продуманно, очень рационально, мои дорогие водолеи.
Нет, тут эмоций ни в одной из этих карт. Но когда подворачивается словно оказия или какая-то возможность, вы ее не должны упустить. Дела, работа, бизнес, учеба. Король, рыцарь, извините, мечей. И если часто у нас в других колодах бунтарь без причины, я так называю эту карту, а у нас здесь спаситель, мои дорогие, рыцарь, который буквально на коне спасает прекрасную деву. Поэтому как помощь какая-то может быть у вас. Эта помощь может прийти в виде, к примеру, по закону прежде вы что-то не могли оформить. Или, была какая-то задержка, или какие-то препоны. И вдруг вы узнаете, что появляется подзаконный акт, или вы не могли, словно, попасть на прием к какому-то чиновнику. А здесь, как окошечко, вы можете как раз это осуществить. И тогда вот куй железо, пока горячо. Одна карта добавляет другую. Причем сделать что-то очень рационально. Это ни разу не про эмоции. И несмотря на то, что нам тут спаситель, но он вооружился мечом. Да, он делает какое-то благое дело, потому что, может быть, по-другому или в другое время, в другие сроки это сделать невозможно. Либо невозможно уже было, либо нельзя оставить продолжаться в том же каком-то контексте, русле, или та ситуация, которая уже не может быть продолжена. И значит, все расставить по местам тут тоже нужно. Давайте посмотрим, что на деньги. Работай, у тебя все получится. Восьмерка пентаклей, одна из лучших карт на деньги, на работу, на решение каких-то вопросов. Отчасти где-то, может быть, и по бумагам. Эта карта как и профессионализма, так и роста профессионализма. И здесь могут быть как буквально приход денег, которыми вы останетесь довольны, мои дорогие. Но все же это больше карта перспективы. Потому что вот сейчас есть уже какая-то ваша достаточно прочная позиция. Но нам говорят, не упусти время, потому что ты можешь поменять как статус, или тебе могут предложить какую-то должность, или вообще ты продумай для того, чтобы какую-то стратегию по пути наверх или по поднятию по карьерной лестнице. Для тебя это как будто тоже необходимо. Может быть, мои дорогие водолеи, для вас есть как раз смысл построить карьеру или получить какую-то руководящую должность, нежели быть на вторых ролях. Вот это точно. Где-то можно прочитать и так, обе эти карты. Или, в принципе, это какие-то согласования, которые тоже могут у вас быть. Ну, или банально у кого-то по части денег, оформление финансовых документов. Или, может быть, согласование в банках. Такое тоже могу предположить. Все зависит от ваших поставленных задач. Но не упустить момента и сделать для себя что-то позитивно, хорошо. Причем на дальнейший период времени. Вот больше нас к этому призывают карты. Давайте мы немножко раскроем, чтобы узнать, чего это может касаться. Восьмерка мечей. А вы знаете, тут может касаться того дела, по которому вы очень много переживали. Или была какая-то история, которая, может быть, даже уже стояла на паузе. А теперь это дело открывает новые возможности. Или его можно как-то решить по-другому. В новые двери войти, в другие, с другим чиновником поговорить. Или смена руководства, и теперь новая метла по-новому метет, и тогда для вас это новые перспективы. Вас может сдерживать где-то воспоминание о том, что «эх, я там пробовал или пыталась, а у меня не получилось». Ведь всегда это какие-то ограничения, которых в реальности нет. Это нам так кажется. Но на самом деле нас ничто не держит. Это именно внутренние мысли, когда нам кажется, что словно весь мир сговорился против меня. Поэтому вот такая ненужная философия, она не должна вам менять какую-то конкретную картину, которая у вас складывается в реальной жизни. Более чем, да. Потому что карта, посмотрите, отшельник. Но отшельник это всегда мудрец, мои дорогие, это философ. Он и рассчитывает сам на себя, он идет каким-то своим путем. Значит, какой-то альтернативный вариант решения вопроса, темы какой-то, или что-то, пусть это будет как иррациональное. Вы должны увидеть и от чего-то не отказаться. Может быть, это как раз связано у кого-то с переездом очень далеко. И рыцарь кубков нам говорит, кстати, это где-то вот сродни этому всаднику,
что, возможно, даже есть человек, который вам что-то предложит. Или создастся ситуация такая, очень благополучная. Карта радости. Нас вообще больше где-то призывают даже, ну, вот эту радость или какое-то событие, которое вас воодушевляет, сохранить в своей душе. Что-то как более позитивное, нежели, вот смотрите, в середине у нас философ, да, мудрец. И с одной стороны, вот это ведь это эмоции, и это эмоции. И если это эмоции со знаком минус или внутренние страхи всегда, восьмерка мечей, или когда мы должны сделать выбор, а выбор это сделать сложно. Поэтому делайте выбор в пользу себя. И здесь как будто вы будете точно знать или уже знали, как вам правильно поступить. От чего-то не отказаться, использовать даже, может быть, мелкую какую-то возможность. Но самое главное, не основываться на каких-то прежних своих, ну, может быть, и ошибочных мыслях. Вот эта философия на мелком месте, она вам точно не поможет. Давайте мы как совет по делам, работе, бизнесу, деньгам для вас, мои дорогие водолеи. Что может быть лучше? Карта императрицы. Это сама по себе карта благополучия. Она как раз и говорит, что у тебя сейчас максимально продуктивный период. Или ты сумеешь провести переговоры, как сумеешь договориться с людьми, насколько ты сумеешь понять человека, насколько ты будешь сам ясно излагать свои собственные мысли. Все это в таком дипломатичном, понятном ключе, потому что императрица в первую очередь со всеми умеет как раз договориться, даже с несговорчивыми императорами. Вот у вас такая сильная позиция будет, и поэтому использую любую возможность. Для кого-то это какой-то хороший, ощутимый плюс, может быть, как и по части вашего статуса, путем получения новой должности или продвижения, решения финансовых вопросов. Или, может быть, это какая-то история даже личная, которая связана одновременно и с вашим проживанием, и с вашей, может быть, последующей работой. Тут вообще что-то может меняться. Ну и в результате еще какие-то оформления вам предстоят. И императрица — символ нового «я», поэтому не оглядывайся назад. И вот эта восьмерка мечей, я сказала, глубокая философия на мелком месте. Почему она происходит? А потому что у нас прежде что-то не получилось, и мы без конца оглядываемся назад. Вот этого делать не нужно. Здесь нужно на что-то согласиться, причем кардинально или принципиально, пусть новое. Давайте мы узнаем, что же в личной жизни. Туз кубков, что тут добавить? Тут какие-то приятности, мои дорогие, радостные события, новости, может быть, признание в любви. И, кстати, в этой колоде карт у нас много рыб. А рыба, как известно, один из символов конкретно денег. Поэтому как-то и денежный вопрос, может быть, через личный, тоже вы сумеете решить. А посмотрите, вам еще выпадает королева Пентаклей. А вы знаете, мои дорогие, тут ведь либо вы, мужчины, есть у вас важная женщина в вашей жизни, либо, мои дорогие девочки, вопросы семьи, вопросы вашей пары, или продолжение каких-то отношений. Может быть, это даже, я могу предположить, по всаднику, это те люди, когда вы их вроде бы знаете, но не так тесно. Вы еще глубоко не успели изучить друг друга. Но, тем не менее, это развитие тогда будет ваших отношений. И тогда либо с вашей стороны, либо со стороны партнера тут какое-то внимание, как и к вам, так и ваше внимание будут в одном тандеме. Потому что королева Пентаклей — это, по сути дела, новое качество жизни. И это та, кстати, которая умеет из любого хаоса создать порядок, благополучие, счастье. Где-то энергетика, как у императрицы. Поэтому на все сферы, вот у вас такой 10-дневно благополучный период, мне нечего добавить. А если вы сейчас один или одна, самое время подумать, чтобы завершить. Вторая половина ноября, да и весь ноябрь, мои дорогие водолеи, по части личной жизни тут как раз какие-то очень позитивные энергии. Карта совет. Десятка жезлов. Занимайся только тем, что важно лишь лично для тебя. Тебя могут дергать в разные стороны буквально. Или какой-то режим многозадачности, он может присутствовать. Но у вас сейчас на кону это вы сами. Пусть это ваши проекты по части бизнеса, работы или творчества, или личной жизни. Но вот именно то, что вы хотите создать. Именно то, к чему вы стремитесь, это должно
занимать основное время этих 10 дней. Возможно, как раз те маловажные, какие-то мелкие дела или что-то такое из разряда рутины или обыденности. Карта десятка жезлов всегда говорит: делегируй кому-то другому, если мы рассматриваем как карту совет. Правда, нельзя упустить, потому что какого-то удачного момента. Мы знаем, что возможности к нам приходят, и значит, куй железо, пока горячо. Потому что если мы отложим что-то на потом, а потом и момент куда-то исчез. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.